A95X F4, вот такая вот новиночка у нас на Amlogic S905X4 процессоре на канале Технозон, с полным обзором, плюс еще и с разборкой. Так что поехали. Ребят, а начинаем сразу с AliExpress. Я специально не показываю цену, потому что цена на них варьируется. И я уверен, что она будет намного ниже, чем на старте продаж. Но при этом мы должны с вами посмотреть, что же нам задвигают продавцы. Ведь ссылочка на проверенного продавца, где покупали конкретно мы, нам доставили, мы разместили в описании под видео. Что у нас есть? Есть модификации 4х32, есть 4х64, есть даже 4х128 и есть... У нас 2.16. Ну, 2.16 я вот как бы всегда не советовал. 4х32 оптимальный вариант. Итак, они обещают нам, ну, A95X F4 RGB, Amlogic S905X4. Так. Что у нас там еще? Четырехъядерный Cortex A55 S905X4. И так очень по-хитрому они не пишут частоты, потому что далее в обзоре вы увидите, чего там с частотами и какой там реально процессор стоит. Mali G31 GPU подтверждаем. Ну, тут мы видим вспышка eMMC. Нет, это хранилище. LAN 100 мегабит тоже подтверждаем. И Bluetooth здесь не 4.1, а 4.2. USB 3.0. Все, ребят, тут поддержку AV1 кодека они заявились, мы обязательно их протестируем. И вот это, конечно, чудо, я не понял этого символизма в виде роботов. Поддерживает YouTube 4К 60 FPS и даже поддерживает 8К 24 FPS, HD 21. Ну, блин, не выводит он, не подключен при подключении к телеку 8К. Видите, он декод написано, но они не выводят 8К на внешний источник. Декодировать могут. Хорошо, ссылочка в описании под видео, мы это уже поняли. Ну а вот что в этой приставке нам все-таки понравилось, не понравилось, могу сказать сразу. Понравился набор интерфейсов. Есть и аудио-видео разъем для подключения старых приставок, и ESP-DIF, и LAN RJ45, и HDMI, и разъем питания. Есть у нас USB 3.0, USB 2.0, у нас есть спереди часики, и даже RGB подсветка, которую так любят китайцы, и которую так не люблю я. Она греется, хотя в принципе в тротлинг она уходила у нас всего лишь один раз серьезный тротлинг при просмотре 100-гигового торрента. Не понравилось то, что нет root прав, хотя здесь стоит Android 10 и нет никакого типа автофреймрейта. Но как мы понимаем, что скорее всего прошивки появятся с root правами, с автофреймрейтом, с Android TV, потому что вот все мы знаем, что вот эти вот приставки, которые стоят дешево, при этом на новом процессоре, они обязательно станут бестселлером, что бы я вам здесь сейчас не рассказывал. А я в этом обзоре покажу абсолютно все тесты и в конце еще и разберу ее. Давно вы меня просили разбирать приставки, я удовлетворю данный спрос, мы ее в конце разберем. Есть 5.1 звук, она проигрывает 4К HDR YouTube, отлично. Да, и с поддержкой AV1 кодека, здесь есть процессор S905X4 честный, но он кастрат. Кастрат в каком смысле, увидите в самом обзоре на тестах этого самого процессора. Ну а в целом я советую вам дождаться нашего резюме, чтобы понять, что же с ней не так. Стоит ее покупать или не стоит в 2021 году, или по крайней мере на старте продаж. Давайте в конце поговорим. Что у нас есть в комплекте? Есть у нас коробочка. Вот такая вот, никакая. Есть вот такой вот пульт, который я называю Tanix, потому что обычно Tanix идет с этими пультами. Есть у нас HDMI кабель самый простой и блок питания на 5 вольт 2 ампера. Тоже абсолютно ничем не примечательный. Я этих блоки вижу пачками на других приставках. Но я предлагаю уже переходить к полному обзору. Самый полный обзор только у нас на эту приставку с абсолютно всеми тестами даже на ресивере. Ну а перед этим подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные, самые полные обзоры, самые классные обзоры, самые правдивые обзоры. Ну и, конечно же, розыгрыши ценных призов подарков идут у нас на канале. Ссылка на очередной розыгрыш есть в описании под видео. А представляете, на момент съемки этого видео это Sony PlayStation 5 плюс 2 KM6 Deluxe, или сколько? А нет, 2 Nvidia Shield TV 2019 Pro плюс 3 KM6 Deluxe плюс 4 геймпада, огромное количество призов. И все это нужно быть просто подписчиком. Ребят, берем приставочку, переходим, тестируем.
Интерфейс. Стандартный интерфейс этой компании A95X, который лепят этот Leanback ассоциированный интерфейс, я так его называю, знаете, очень старое подобие Android TV 6, только без рекомендаций. Есть вверху коллекции и есть приложение, которое есть у нас вот в одну вот по полосу. При зажатии на приложение вы можете его удалить, либо переместить для того, чтобы быстренько что-то отсортировать. Внизу есть ссылочка на плитки My Apps, где вы можете увидеть все в виде плиток. И есть у нас настройки и доступ к быстрым настройкам Wi-Fi, вернее, к быстрым настройкам сети. А вверху вы видите кнопку голосового поиска, и да, он работает, но вот в таком вот виде. То есть голосовой поиск будет такого рода при наличии голосового пульта. То есть мы сейчас включим раз, два, три, раз, два, три, и вот такая вот фигня у нас будет. При этом многие сейчас скажут, что на стоковой прошивке вы сможете поднять по моим старым инструкциям голосовой поиск. Не тут-то было. Root прав приставки из коробки нет, скорее всего придется ожидать нам прошивочку новую, то есть мы видим, что это устройство A95XF4 версия Android 10. Перед тем, как перейти к настроечкам, хочу показать вам внешний вид. Почему? Потому что у нас есть Color LED Settings, это такая хрень, честно вам скажу, то есть я вот вообще противник вот этого всего действия. Выглядит это вот таким вот образом, вы сейчас видите, то есть китайцы очень любят нечто такое, то есть вы здесь можете менять различные режимы вот этой хрени, при этом еще и многоуровневые режимы. Не знаю, зачем они это сделали, не знаю, но этот колхоз надо однозначно отключать, эту RGB подсветку, а есть еще и под музыку, вы поняли, вы можете включить, оно будет под музыку у вас моргать, то есть на экране у вас будет такая вот штука. Это для работы, а это для видео, то есть в момент видео вы можете выбрать, что будет у нас работать в момент видео, где у нас оно сейчас никак не реагирует, ну короче, ребят, эта штука не есть красиво, я считаю, что надо эти все режимы отключить и забыть, потому что я вчера пытался смотреть это все на телевизоре ночью и выглядело ужасно. Раздел меню убогий, говорю вам сразу, хотя к сети 5 ГГц подключения у нас проблем не возникло, как и к аккаунтам. У нас есть в настройках устройства просто об устройстве, здесь есть написано A95X4, версия Android 10. В настройках звука у нас тоже вот просто выбираются форматы, в хранилище тоже ничего, просто показывает внутренний объем памяти, есть раздел для разработчиков, сброс, перезагрузить и специальные возможности. В Droid Settings у нас есть более расширенный момент, у нас есть управление частотами и разрешением экрана. Экран поддерживает от 480p до 4К 2К SMPTE, но при этом мы видим, что есть поддержка дробных частот. Так как нет автофреймрейта, само собой у нас, вернее, так как нет root прав, само собой нет автофреймрейта через Google API, ой, не через Google API, а через AFRD, и плюс нет никакого автофреймрейта через Google API в коде в том числе, то вы можете вручную выставлять дробные частоты и в принципе избегать вот этого джодер эффекта, ну, более-менее что-то хотя бы начали делать в этом направлении. Есть профиль управления цветностью, есть у нас HDR политика, то есть адаптивный HDR или всегда HDR. Благо, хоть в этом они что-то сделали правильно, то есть вы можете сделать режим всегда HDR, и он будет даже интерфейс выводить в расширенном цветовом диапазоне. Есть позиция экрана. Плюс у нас есть HDMI цик, который на удивление работает. Да, вы не можете регулировать громкость телевизора вашим пультом, допустим. То есть вы можете регулировать только громкость вашей приставки. То есть в таком случае вы делаете на телевизоре там 80% громкости и регулируете уже громкость вашей приставки. Но включается, выключается он абсолютно правильно. Я проверял это на телевизорах LG. На телевизорах LG самый противный цик, который я видел. Аудио output у нас здесь тоже ничего такого. Мы выбираем line, потому что мы выводим на HDMI звук, и есть у нас раздел картинки, который никак не реагируется. В iMlogic Developer Options мы видим свойства HDMI, но на текущий момент у нас TV не поддерживает HDR, в принципе это и так понятно. Но тестировали мы его на телевизоре с HDR. Многих интересует вопрос, насколько здесь реален процессор iMlogic S905X4 на фоне последнего факапа от H96 Max X4, где они обманули о том, что там процессор S905X4. Давайте сейчас мы быстренько разберемся. В AIDA 64 мы видим, что это iMlogic A95XF4, 4 на 32, доступных из коробки 2494. Центральный процессор у нас Cortex A55, и тут у нас 4 ядра по 1,8 ГГц. Теперь вдумайтесь. Ребята, это iMlogic S905X4, но он кастрирован.
Кастрирован в хорошем смысле этого слова, ему отрезали не то, о чем идет речь, а здесь конкретно обрезали частоты. 200 МГц, как с куста, на каждом ядре. О том, что это 905X4, я вам сейчас покажу более детально. За отображение отвечает Mali G31, сеть у нас есть 5 ГГц с хорошим коннектом 867 мегабит, мы обязательно проверим. Доступ к температурным датчикам, смотрим, у нас есть, будем проверять. И кодеки мы с вами проверяем, есть ли у нас AV1. AV1 мы обязательно потестируем физически потом. Ну, я вижу, что есть VP9 on 2 и есть AV1. Не путать с AVC, с которым обычно путают некоторые люди. Такой момент. AV1 у нас есть. Для того, чтобы сразу искоренить вопрос насчет процессора, в терминале вбиваем следующую команду. cat /proc CPU info, и просто ее выполняем. Видим, внизу у нас есть серийный номер 320A, это 905X4 процессор. ARM 8, поэтому вот такая вот штука, это кастрированный 905X4. Он здесь реально есть. Ребят, а вот при тестировании самого доступа к жесткому диску у нас оказалось, что записать на жесткий диск мы ничего не можем. Нет доступа. Вот давайте попробуем скопировать файлик. Не установить, скопировать. Просто-напросто копируем. И это вот Android 10 сырой SDK для S905X4. Он дает свои, скажем так, плоды. Почему? Потому что root прав нет, все, ничего не копирует. И это точно так же, то есть читать может, копировать не может. Допустим, точно так же и в стоковом плеере, давайте в стоковом браузере что-нибудь скопируем. Давайте попробуем отметить, копировать. И на USB накопитель вставим. Но это походу относится именно только к Explorer сторонним приложениям, потому что в стандартном вот этом вот Explorer, в стандартном файл-браузере, давайте попробуем с вами скопировать какое-нибудь приложение. Где там наша папка download? Жутко. Жутко не люблю вот этот вот стандартный файл-браузер. Давайте попробуем vPlay, копируем, переходим на USB накопитель. И вставляем. О, и он его походу, да, он его вставил. Все, вот в стоковом браузере пишет, а в Explorer не пишет, почему-то не хочет. Вот так вот он себя ведет. Слушайте, а давайте попробуем еще какой-нибудь файл-браузер типа Total Commander. Открыли Total, даем разрешение на доступ, идем во внутренний общий накопитель. В download, будем что-нибудь копировать на USB накопитель, все на тот же. Защищена от записи. В следующем окне перейдите в корень внешней карты и выберите и Documents App is not installed. Вот видите, через сторонние приложения мы не можем все равно копировать. То есть есть у нас только возможность копировать во внутреннем каком-то файл-браузере, который нам ничего не дает, кроме того, что мы просто можем что-то скопировать из внутренней памяти. Почему? Потому что, допустим, программы для закачки торрентов, они не смогут сохранять все равно на внешний жесткий диск. Теперь системные тесты. Далее погнали. CPU throttling тест. Итак, смотрите, почти закончился тротлинг тест, температурка у нас срывается на 77, то 76, 77, Awake у нас 1450, дауна нету, это значит, что у нас не было тротлинга, 1.8 он так и держит. Насколько, я начал двигать мышкой, начал график плясать, то есть на график здесь не обращаем внимания, мы обращаем внимание конкретно на частоты. Но при этом он справился с тротлинг тестом, слушайте, подождите, уберу мышку сейчас. Вот эта вот мышка, конечно, это жесть. Или он... Нет, он не тротлит. Он не тротлит, несмотря на график. Я мышку остановил, он полез обратно вверх зеленый. То есть здесь как-то оно на грани фола срабатывает. Так, смотрите, что у нас получилось. 78 градусов была максимальная температура в пике. Это факт. И частота 1.8 как держалась, так и держится.
Хорошо, ладно, тротлинг-тест прошли, но наше мнение, что с охлаждением здесь не все в порядке. Посмотрим в процессе эксплуатации и в играх, а главное, нам необходимо понимать, насколько придется его дорабатывать. В тестах производительности в AnTuTu Benchmark он набрал 90 334 балла, а в 3D Mark он набрал Wildstorm Extreme 5948 и максимальная Wildstorm Unlimited. В принципе, игровые возможности какие-то у него есть для незатейливых Android TV игр. Как я уже говорил, доступа к FRD нет, потому что нет root прав и никакого автофреймрейта вида здесь нет. Конечно же, запускаем CPTT тест для проверки скорости работы USB 3 и скорости копирования памяти. По результатам теста могу сказать, что скорость чтения 123 мегабайта в секунду — это обалденная скорость чтения. Это порядка 1000 Mbps. И скорость копирования памяти в 2,12 гигабайт в секунду — это тоже высокий показатель. Здесь явно не DDR3, если судить по скоростным характеристикам без вскрытия. 123 мегабайт в секунду скорость чтения позволит вам смотреть абсолютно любой контент вообще невероятных размеров. При 1000 Mbps, чтобы вы понимали, Blu-ray диск — это 150 Mbps максимальный битрейт. Тест скорости сети 5 ГГц на роутере Xiaomi AX6000 мы проводим. Находится он на расстоянии порядка 5-6 метров на текущий момент. В другой комнате 360-370 мегабит, 380 мегабит, 390, 400. И это мы показываем максимально возможный результат, потому что мы не ограничены по скорости. 422 на загрузку, 390 на выгрузку. Я в тихом ауте. Вообще это суперовый результат. Давайте еще раз. Для закрепления этого самого эффекта, давайте поехали. 290, 300, 40, 50, 60, 70, 80. Мать моя женщина. 410. 400. Да, результат есть. 100, 200, 300. 390. Ну слушайте, ну норм. Я считаю, это очень хороший результат. Сейчас мы проверим 2.4. Ну, я думаю, что у нас LAN-порт здесь соточка будет. 2.4 тестируем. Давай. Сейчас мы увидим, насколько тут модуль хорош. Поехали. 2.4 очень хорош. 88 на загрузку. Почти 89. Давай, 90. Да что ж ты будешь делать, а? 90 на загрузку, но температура при тесте Wi-Fi 78 градусов. Жестяк какой, а? Он в тротлинге, мама родная. Так, 89 на загрузку, 80 с чем-то на выгрузку. Мне нужна сеть LAN RJ45. Давайте воткнем кабель. Посмотрим. Если здесь гигабит, то вообще шикарно будет. Давай, гигабитик. Поехали, стартуем. Ничего подобного, сотка. Чистая сотка, как я и говорил. 94 на загрузку, 93 на выгрузку. Ну, чистая сотка, вообще не дать не взять. Ну, я вам скажу, LAN разочарование, Wi-Fi прям находка. Итак, все возможные системные тесты закончены, мы начинаем тесты мультимедиа. Начинаем мы его с YouTube. Почему? Потому что нам важно увидеть, что работает AV1 кодек. Давайте это окошечко переместим вправо. Нам важно, что работает AV1 кодек, это раз. И во-вторых, нам важно понимать, что у нас работает YouTube HDR. 4К, 60 FPS ролик, AV1. Если вы не верите, что у меня ролики есть на канале Wavy One, то вот вам информация, пожалуйста. В Wavy One мы видим, что он спокойненько воспроизводит. Читаем AV1 ролик, кодек вернее. И, пожалуйста, все прекрасно вытягивает. Тут ограничений у нас нет. Меня интересует YouTube 4К HDR. Мы будем проверять на нашем втором канале. Давайте пробуем. Вообще, давайте так. Я запускаю. Так как у меня сейчас не HDR рекордер, вы видите, что он будет играть это с 0 дропами VP9, но вот вам еще и картинка, что он проигрывает VP9.2 при подключении к HDR телевизору. То есть это важный момент. Коннект у нас сейчас для проигрывания YouTube HDR 120 мегабит. То есть YouTube берет спокойненько 120 мегабит со своих серверов. Поэтому у нас замечаний по YouTube нет абсолютно никаких. Так же, как и нет при проигрывании замечаний 4К IPTV. 4К IPTV, пожалуйста, спокойненько проигрывается. Я вот его без монтажа какого-либо переключаю.
вообще идеально работает. То есть это 4К каналы, ребят, 4К каналы. Давайте еще вот Евроспорт 4К, FTV Ultra HD, все замечательно. У меня к IPTV на данной приставке вопросов не возникло. Единственное, возник вопрос, что при работе 4К IPTV у меня температура приставки возрастала до 80 градусов, а это уже стоит задуматься. То есть однозначно ее надо разбирать и смотреть, что там за охлаждение. В DRM-Info для проигрывания защищенного контента у нас нет абсолютно ничего. Приставка не имеет никаких сертификатов и поддерживает Widevine CDM L3, и это печально. Ну, в принципе, она не рассматривалась как сертифицированный Smart TV Box. Тесты звуковых возможностей. Для начала мы тестируем это все дело в коде. Давайте мы идем в коде. Dolby Digital Plus через наш ресивер. Вы видите, он работает в Dolby Digital Plus. Вообще никаких вопросов. Dolby True HD работает у нас в Dolby Digital простом. Тоже вопросов не возникло. DTS 5.1 ядро срабатывает у нас как DTS, не вопрос. И DTS HD Hi-Res пробрасывается тоже как простой DTS. Вот в уголочке вы видите надпись DTS. Та же самая ситуация у нас возникает и при проигрывании этих самых звуковых форматов в сторонних плеерах, которые поддерживают сквозной проброс звука. Например, в VLC мы на данном этапе сейчас видим Dolby Digital Plus, все тот же. Dolby DTS HD Hi-Res у нас нет. Простой DTS работает тоже замечательно. Как бы по пробросу звука у меня вопросов нет. Единственное, в Vimeo Media Player у нас Dolby Digital отлично проигрывает, DTS почему-то идет с тормозами. Но тут уж особенности Vimeo Media Player. Также с жесткого диска мы с вами можем попробовать проиграть 8К ролики, которые я кодировал лично. И мне интересно это сделать на каком-нибудь из плееров. Ну давайте, Movie Player, какой-нибудь более-менее близкий. 8К 10 бит, 24 кадра. Тут ошибка у меня просто записана 23076, вообще 23976. Он декодирует, но куда он их выводить будет, непонятно, потому что вывода до сих пор 8К нет. Но то, что он его декодирует, это 100%. И при этом запуск 4К 60 FPS фильма, например, тот же самый Gemini, ну давайте через VLC запустим, с жесткого диска, с USB 3 у вас не возникнет никаких вопросов, при этом это будет идти сейчас на ресивере, идет у меня еще и в Dolby Digital. Пожалуйста, идет, мы можем перемотать куда-нибудь подальше, и у меня вопросов с данным видом мультимедиа тут тоже не возникает. Температура при проигрывании фильма с жестким диском начинает зашкаливать за 80 градусов, вот, пожалуйста, за 80. Частоты начинают прыгать после 80 до 1.6, 1.4, то есть у нас есть легкий тротлинг, это говорит о том, что нужно будет действительно немножко работать с охлаждением, но я вам скажу так, при падении до 1.2 производительности будет хватать для проигрывания с жесткого диска, YouTube и всего остального. Мы с вами тестируем. Есть Netflix, но я бы Netflix вообще не рассматривал в ужасном качестве, в 576p. То есть вы его здесь можете просто проиграть в каком-то, ну, таком себе непонятном качестве. Да, он работает, да, как-то работает. И опять же, температура заваливает за 80 градусов, что у нас, ну, кстати, Netflix, видели, здесь может окно в окне работать. И такое тоже здесь есть. Но это черный Netflix для смартфонов. Если говорить о, допустим, о стриминговых сервисах, то в принципе стриминг у нас вытянет обыкновенный стриминг. Вот, пожалуйста, мы можем онлайн фильм включить. Например, с HD Резко Studio, воздушный бой, любое разрешение, которое вам будет доступно, он будет тянуть, потому что это стриминг, то есть это прямой поток. Если он YouTube 4К 60 FPS тянет, то здесь у нас вообще как бы вопросов нет. То есть он просто, давайте поперематываем, он просто эти онлайн-фильмы спокойненько воспроизводит. Давайте еще перемотаем куда-нибудь на 9 минут, без задержек, без ничего, все. То есть выходим. Тут претензий мы никаких предъявить тоже не можем. Единственное пока что претензия это к температуру и к отсутствию root прав и плюс к отсутствию автофреймрейта. Я закрыл свой CPU Flow окошечко. Давайте разберемся, что у нас с торрентами. Давайте попробуем запустить наш традиционный аватар. Почему аватар? Потому что он большой и всегда есть большое количество раздающих. Аватар. Ну, голос срабатывает. Ладно, голос срабатывает. Тут как бы в сторонних приложениях голос работать будет. Аватар найден. Вообще шустренькая приставка. Если бы ее доработать и на нее Android TV прошивку, что я уверен будет в скорости, то будет вообще идеально. Идеально в плане за ее цену, это будет действительно неплохо. Давайте вот 100-гиговый аватар просто запускаем, смотрим на Vimeo Media Player, на моем любимом. Так, пошел набор пиров, набор скорости.
Давайте так. Сейчас пиры еще подгружаются. О, есть контакт. Поехали. Vimo Media Player. Тадам. 100-гиговый аватар пошел. Давайте на температурку. А, нет, он завис, потому что он тротлянул. Видели? Был тротлинг до гигагерца. 81 градус, упала частота, и он провис. Все, это вот первый показатель того, что его уже надо охлаждать. То есть здесь 100% хватает раздающих. Мы видим, что у нас, видите, есть такой показатель как down. Это значит, что процессор ушел в тротлинг. Он сбрасывает, поднимает, он его сейчас лихорадит, даже не успевает отображаться изменение частоты, то есть оно какое-то есть, но то, что он идет в down-up, видите, down-up, down-up. Вот эти два показателя, это значит, вот на графике вот эта вот лихорадка пошла. То есть, по сути, здесь вот тупо проблема с перегревом. 82-83 градуса, его в лихорадит, вот пошло down 20 тысяч. Все, ребят, тут да, вы сможете на нем проиграть нормально торренты. Сейчас попробуем тот же самый тест под принудительным охлаждением. Подключим вентилятор под низ и посмотрим, что у нас получится. Если мы попробуем его охладить и убрать тротлинг, и если у нас пойдет аватар на 100 гигов, то это 100%, это 100% проблема именно тротлинга. Все, мы включили вентилятор, температура пошла падать, 71 градус. Нам надо, чтобы она опустилась хотя бы там куда-то в более-менее вменяемое состояние. 70, я думаю, можно уже запускаться. Давайте аватар еще раз с вентилятором. Ну, как-то неудачно сделано вот это вот охлаждение у них. Неправильно, абсолютно неправильно. 71, 72. Сейчас 68 градусов. Пошел набор пиров. Запускаем заново. Заметьте, сейчас температура отличная. И видосик-то пошел. А температурка-то 68. И все отлично работает. Так что проблема явная проблема в отсутствии нормального охлаждения в данном ТВ-боксе. В данном ТВ-боксе есть у нас момент. Ну, пускай проиграет немножко, чтобы мы понимали, и перейдем же к беглой оценке игровых возможностей, а потом уже мы с вами его разберем и сделаем выводы. Да, спокойно проигрывает. Вообще спокойнейше проигрывает. То, что он показывает CPU 1000, это значит, ему производительности хватает, он повышается, у него нету большого дауна, он весь в вейке 7.58, короче, норм. Норм, проигрывает-то. Ладно, отключаем охлаждение, выключаем наш аватар, подключаем наш геймпад и поехали поиграем какой-нибудь Brother in Arms 3, например. Так, Brother in Arms 3. Давайте пробуем повоевать. Воу-воу-воу, война. Так, ну что, начинаем. Так, повернулись лево-право. Нажмите R2 для атаки. Пам-пам-пам. Давай. Перезарядились. Постреляли. Ну, есть. Давай, побежали. Здесь он немедленно, здесь так и должно быть. Так. X. Что у нас X дает? Тюх-тюх-тюх. Так, побежали за базукой. Слушайте, ну работает. 77 градусов. Что самое интересное, что... Знаете, что самое интересное? Что у нас нагрев... Где базука? Так, берем базуку. Так, используйте гранатомет. Как его использовать? L1. Все, я понял. Так, это лечение. Блин, я промазал. Давай. Перезарядка идет. Давай шмальнем в танк. Попали. Слушайте, ну можно играть. Можно играть. Если вообще охладить, то будет супер. Давайте еще попробуем. Асфальт 8. Короче, 81 градус, 82. Вот Асфальт 8 всегда очень сильно любил как игру для смарт-ТВ-боксов, именно для тестов, потому что он нагружает не только графику, но и процессор. 83 градуса. Здесь все очень тяжело для ТВ-бокса, для любого ТВ-бокса. Но при этом, знаете, что самое интересное, частоту-то держит, еще и ездит. Не скажу, что сильно критично что-то воспроизводит. Да, для 100 гиговых торрентов надо охлаждать. Уходит дикий тротлинг, но для игр как бы 84 играет.
Ну, там немножко другие принципы работы торрента. Там работает VPU в процессоре. Если процессор тротлит, то на видеоизображение это влияет. Если работает GPU для графики, то на графику это не влияет. Но 85 градусов мы сильно ее прогрели. Вау-вау-вау. Это прям вот жестоко-жестоко. 86. Давайте чуть-чуть. Не, вот начал 86-85. Ушел в тротлинг. По дауну вижу. Ушел в тротлинг. Но на графике не сильно отражается. Сам проц как-то там что-то себя ведет не так, а графика вытягивает. Ребят, есть как есть. Выходим, разбираем, резюмируем. Ну что, пришло время разобрать, посмотреть, есть ли там перспективы какие-то на охлаждение, на доделочку. Мне интересен модуль Wi-Fi, который там стоит. Потому что это прям вот очень-очень интересно. Потому что такие цифры может выдавать, ну, не каждый модуль. Это я вам серьезно говорю. Разбирается в 2 щелчка вообще. То есть, ну, практически ничего для этого не нужно. Под резинками находится 5 таких вот шурупчиков мелких. И сдергиваем обыкновенной карточкой защелки, не повредив абсолютно ничего. Все, вскрыли. Охлад говно. Здесь достаточно просто тупо поменять радиатор вот до какого-то более большого размера. Что у нас по чипам? Охлад говно. Вообще полное говно. Вообще, честно говоря, в шоке. Так, показываю вам, какие чипы стоят. Чипы памяти, пожалуйста. У нас вот есть и RAM в том числе. И видим, что это A95 X4 V81. Ревизия платы, скорее всего. На другой стороне платы у нас есть чип. О, Realtek. Чип Realtek, сетевой модуль. Круто. И есть у нас еще здесь чипы памяти. Ну, в принципе, я вам скажу, достаточно. Ну, блин, его отмывать надо. Сборочка так себе. Есть у нас остатки флюса. Но при этом это не самая худшая сборка, которую я видел. Давайте посмотрим, что они тут намаркировали. Чтобы вы понимали, вот этот вот RTL 8822CS, это вот неплохой очень чип, Wi-Fi модуль. Он поддерживает 5 ГГц, правда это AC, я что-то думал, что он AX при таких скоростях будет. 40 МГц поддерживает в 2.4, 80 МГц спокойно держит в 5 диапазоне. Ну, не знаю, в принципе, очень неплохо. Но Bluetooth здесь однозначно 4.2, то есть не 5. Это 100%, потому что этот чип Bluetooth 5 не поддерживал никогда. Ну что, есть как есть. Замена вот этой штуки принесет нам, скорее всего, очень даже крутой охлад. Я вам скажу, что будет неплохо, когда появятся кастомные прошивки. А вывод такой, мы ее только что собрали, и я вам скажу так, что она станет бестселлером. Я не скажу, что это говнобокс, я ее уронил, потому что я не скажу, что это говнобокс. Это не говнобокс однозначно, но дорабатывать охлаждение нужно. Это первый косяк. Нужно ждать прошивки с root доступом и с автофреймрейтом. Это 2. Нужна Android TV прошивка. Это 3. Он действительно неплохо работает по воспроизведению контента. У меня, по крайней мере, вопросов не возникло. И, конечно же, вот этот недостаток обрезанный проц на 1.8, он меня немного расстроил. Ну а в целом, давайте так, приставка работает и выполняет все те функции, которые заявлялись. Я думаю, что она разовьется, это будет достойный ТВ-бокс на
чистом андроиде, чисто как, знаете, как торрент решение, как для просмотра пиратского контента. Никаких лицензий здесь нет и не будет, не ждите. К ней придется однозначно докупать сторонний пульт. Если вы на это все готовы, то вы можете ее спокойно брать. И я думаю, что она действительно доработается. Но а в остальном все, мы все показали, вы все увидели. С вами был Бабл на канале Технозон. Если вам нравится, что мы делаем, конечно же, ставим лайки. Если нет, дизлайки.